Уже несколько дней в прессе обсуждают новость о том, что Владимир Кузьмин разводится со своей женой Екатериной, с которой жил в браке с 2001 года. Сам Кузьмин отметил, что никак не хочет комментировать эту историю. Так получилось, что петербургский корреспондент Стархита весной общался с артистом, и тот противоречиво отзывался о своей супруге. После 60-летия, которое шумно отметили, вы как-то пропали. После моего юбилея уже столько произошло. Мы концертов 200 отыграли, не меньше. Вот зимой был юбилей группы «Динамик» в Кремле, куда я пригласил все составы. Шоу длилось 3 часа. Так что не видно и не слышно, это вы переборщили. Просто я не любитель телевидения, средств массовой информации, стараюсь обходиться без них. Когда отмечал 60-летие, то меня уговорили встретиться и пообщаться, хотя я до последнего отказывался. Один телеканал мне сказал: «Мы все равно будем снимать фильм о вас, почему бы не почувствовать?» Пришлось согласиться. В прошлом году я походил по разным передачам известным. Кузьмин стал героем программ «Наедине со всеми». Мой герой сегодня вечером, но понял, это вообще ничего не дает, кроме головной боли. В ближайшее время не планирую снова этим заниматься, потому что мой зритель как ходит на концерт, так и ходит. Ни одного не прибавилось после этих программ. А те люди, которые смотрят телевизор, не ходят на мои концерты. Ходили слухи, что из-за нетрезвого состояния вы сорвали концерт. Меня это не касается никак, зачем это пишут? Я уже такое и не читаю. Потом это же все неправда. Вообще, некоторые считают, если человек играет психоделический рок, значит, он уже пьяный. Они просто не втыкают, у многих попросту нет музыкального образования. У меня даже есть такой афоризм в Твиттере: если ты не падал с мотоцикла, ты не байкер. Если ты не падал на сцене, ты не рокер. Но ведь было один раз, что вы сорвали концерт в Петербурге несколько лет назад. Я не сорвал, мне плохо стало на сцене, но я доиграл его. Кстати, классный концерт получился, мне понравился. Я тут выпил безалкогольного пива и на следующий день поехал на машине по делам, ну и меня останавливают. А раньше как было? Тормозят, ты им пластинку с автографом даришь, они тебе честь отдают и желают счастливого пути. Сейчас все иначе. Они на этом делают себе пиар. Поймали известного человека, давай с ним работать. Ведут меня проверять, то есть дуть в трубочку, которая показывает алкоголь. Меня начинают прессовать, мол, сейчас поедем в отделение, телевидение вызовем, прессу. В итоге, все нормально обошлось, но я понял, что и безалкогольное пиво тоже имеет минимальный процент алкоголя,
Несколько лет назад писали о том, что вы собираетесь заканчивать карьеру. Иногда хочется закончить уже все. Да мне все время хочется закончить, уже лет 20. А потом думаю, как я людей могу обидеть. Ну что я буду дома играть для себя, так хоть людям будет приятно. Поэтому звоню директору: бери все концерты, но не больше 4 за поездку. Мы сейчас не делаем большие гастроли, а мини-туры по 4 концерта, потом на пару дней домой. Одно время сидел и играл дома, все время искал свой звук и все время покупал гитары. Дошло до того, что дома их скопилось 160 штук, занимали половину комнаты, а за ними всеми ухаживать ведь надо. Сейчас осталось 60, часть я раздарил, часть продал поклонникам. Тогда я так и не нашел свой звук, но нашел классного мастера Диму Якомольского. Мы с ним начали думать о том, какую гитару я хочу, какая-то часть от Gibson, какая-то от Fender. И в 2006 году мы сделали первую модель, затем вторую, которая получилась удачной, так как она легче, чем обычная любая гитара, удобнее, мощнее. С тех пор мы сделали таких гитар 20 штук, и теперь я играю только на них. Раньше это называлось самопал, а сейчас это называется кастом. Стараюсь больше играть на своих гитарах, но и Гибсоны беру в руки, чтобы быть в курсе, ведь все рокеры на них играют. Часа 3 с ними позанимаюсь, а потом понимаю, моя лучше. Вы хорошо выглядите. Это все спортзал? Сейчас уже редко туда хожу, занимаюсь пассивным спортом. К тебе подключают электродатчики, и лежишь 30 минут, а мышцы работают. Еще я каждый день должен пройти минимум 5 километров, где бы я ни находился. Но когда есть концерт, я кладу телефон в карман, и за время концерта получается, что 2-3 километра нахаживаю, хотя, казалось бы, стоишь на месте. Раньше я футболом занимался, но больше всего, если не играю на гитаре, то катаюсь на мотоцикле. Расскажите о том, чем занимается ваша жена. Она психолог, и в Индию поехала с большой компанией по святым местам и храмам. Катя долгие годы искала себя, переживала по этому поводу. Но так получилось, что встретила хорошую наставницу и начала заниматься духовными знаниями, в чем далеко продвинулась. Она полностью под защитой находится. Мне до этого далеко, но это как бы хорошо. Моя карма от этого улучшается. Они все время за меня молятся. Я ведь рокер все равно. Но принципы соблюдаю. Считаете себя рокером? Сейчас принято Сергея Шнурова считать главным рокером. Не могу. Я даже слушать это не могу. Высоцкий тоже пел, но он чего-то матом не ругался. Пушкин писал матерные стихи, но не публиковал их.
По ведическим знаниям нельзя ругаться матом. Я могу сказать крепкое слово, если сильно разозлюсь, хотя раньше все ругались, а сейчас язык как-то не поворачивается и все.